Всем доброй ночи. Сейчас уже глубокая ночь. Я должна была снять этот ролик намного раньше, но за весь день дела. И вот снимаю только ночью. Дорогие друзья, я хочу немножко объяснить принцип работы с фортуной. И после уже подарить вам тот ритуал, который хочу подарить. Друзья мои, хочу вам сказать, что фортуну мы знаем не очень хорошо. То есть нам не полностью передана вот вся сила этой богини. Почему-то фортуна изображается очень легкомысленной девицей с завязанными глазами. Круг фортуны мы говорим, фортуна капризна. Она может повернуться лицом, а может не совсем лицом. Мы к фортуне относимся как-то легко, непринужденно, а на самом деле фортуна есть сама судьба. Даже 1 месяц в году посвящен ей, июнь, Юнона Фортуна. Фортуна спасла Рим, когда когда-то богиня Юнона и Фортуна были как бы едины, потом их разделили. Юнона стала как богиней благополучия, плодородия, фортуна судьбы. Говорят, что это два лица фортуны или 2 ипостаси. Но в любом случае, храм Юноны Фортуны, где обитали гуси, ее животные, ее птицы любимые. Так вот, когда Ганнибал окружил Рим, все спали, и они стали медленно подниматься по стене. Однако гуси в храме Фортуны подняли жуткий крик. Они гоготали настолько сильно, что все проснулись, посмотрели с башни и увидели, что Рим окружен. И, естественно, не дали врагу войти в город. Вот так гуси спасли Рим. И в честь и в благодарность Фортуне за это спасение начали чеканить монету, назвав Юнона монета. Монета означает счастливая или удачливая. Так что монета – это латинское слово, означающее удачливость. Монету, то есть деньги круглые, с того времени начали чеканить. До этого времени были таланты. Или на вес золота. Золотом, значит, мерили денежный эквивалент. Так что фортуна играет огромную роль в истории древнего мира. Тацит говорил, что в каждом доме стоял ее алтарь, что в каждой благополучной, богатой семье стоял ее алтарь, и что все богатые крестьяне, все удачливые крестьяне, все фермеры, землевладельцы и скотоводы, которые славились своим богатством, удачливостью, они поклонялись фортуне, приносили ей дары. Это говорит о чем? Это говорит о том, что эта сила изначально тогда еще была известна как дарующая, дающая благо, деньги, богатство, благополучие, и что сила судьбы больше была направлена на благо, чем на наказание. Просто нужно было эту силу задобрить, попросить и получить то, что ты хочешь. Многие иногда не понимают, как правильно с ней работать, и изначально думают, что фортуна обязана на них пахать, что она для них, знаете, как вот мы тебя купили и давай нам деньги. Такое отношение к фортуне очень неприемлемо, и оно ничего хорошего не даст. Вы наоборот ее разозлите. Вообще фортуне лучше знать, что вначале вам нужнее, деньги или спокойствие, или выход из депрессии, что немаловажно. Иногда человеку дай миллионы, если он жить не хочет, ему это не поможет и не спасет. А потом люди начали говорить о том, что да, действительно, изначально она выводила из депрессии, из стресса, из безысходности, а потом постепенно начала помогать. Судьбе ведь виднее, что тебе в данный момент нужно. Не относитесь к ней потребительски, она вам не раб, она не обязана на вас пахать. Вы должны ее уважать и любить.
Это та сила, которая не любит сомнений. Вот это единственная сила, где я говорю, что ваша вера здесь очень важна. Если в остальных ритуалах ваша вера не играет столь большой роли, почему? Потому что лечить можно человека даже без его ведома. Взять его вещи, рубашку, там, фотографии, вылечить, а потом сказать, то в этом случае вы обращаетесь к самой судьбе, и вы должны в нее верить. Вы должны верить в нее настолько свято, у вас не должно быть сомнений. У меня есть близкий человек, я не буду ее называть, доктор. Я подарила ей книги Фортуны. Ой, извиняюсь, мои книги и ритуалы Фортуны. Она делала, помогают. Потом в один момент отчаялась, видимо. Вы знаете, нам иногда лень, мы иногда вялые, мы иногда так между делом или как долг, как какую-то тяжкую обязанность просто ставим ее, почитали и думаем, что ну мы же почитали, правильно? И она сказала, что вроде как-то вот страх какой-то, паника, что-то дела не очень. Я говорю, читай. Читай, делай и не думай о том, что получится или нет. Вообще не допускайте мысль и панику о безденежье, если вы работаете с Фортуной. У вас безденежья не будет никогда. Вот не допускайте даже мысль. Не думайте о кризисах. 1000 кризисов миновало меня, прошли мимо, я даже не знала. Оказывается, был кризис какой-то. Через месяца 2 узнаю, что там какой-то кризис был, банковский, биржевский, с работой связанный и прочее, прочее. А я даже не заметила это все. Потому что я об этом не думаю. Я уверена, что мне она поможет. Так вот, и мне пишет, ты знаешь, я вот действительно откинула лень и все эти тревоги, страхи и панику и почитала. И ты знаешь, у меня прям забит просто, у меня настолько забито это все, весь график, что я даже не могу близких принять никого. Не допускайте никакой мысли, неважно, кем вы работаете. Не допускайте мысли о том, что вот сейчас вроде отпуска, и как по людям это не надо, вдруг никто не придет, может, у меня не будет работы. Выкиньте эту мысль. Неважно, отпуска, не отпуска, к тебе придут, и у тебя это будет. А почему, а как, а с чего ты? А вот так вот и все. Я так говорю, и значит так и будет. Все, конец. Вот так нахально, нагло себе скажите. У меня будет всегда. Неважно, будет кризис или что. Не думайте, никогда не слушайте, никогда эти предрассудки и разговоры. Если сесть с этими бабками на лавочку и послушать их, то вы от них уйдете больным, несчастным калекой. Понимаете? Потому что они сидят и говорят о болезнях, о депутатах, об этих проклятых там буржуях и прочее. Не слушайте это все. Эти мысли не должны у вас быть вообще. Это трудно. Натренируйте через полгода, через год. Уже настолько ваше сознание привыкнет к этому, что вы уже будете знать 100%. Вот как вы идете домой, включаете телевизор, да, и вы знаете, что там картинка покажет. 100%. Вы же уверены, вы же не сомневаетесь, что сейчас телевизор там включится или не включится. Вы об этом не думаете. Вы включаете, моментально открылась картина, переключаете каналы, какие вам нужны. То есть у вас сомнений нет. Вы уверены, знаете, что там покажет. То же самое. Вы прочитали ей, у вас не должно быть сомнений. Вы знаете, что завтра, послезавтра будут деньги. Да тот же день будут. Потому что в основном к ней обращаются за деньгами, за помощью. За клиентской базой, кто занимается, может быть, каким-то там, какой-то работой, что-то продает или практикует где-то, или, ну, кем-то работает, врачом ли там, не знаю, стоматологом ли, гинекологом, извиняюсь, ну, кем угодно, но чтобы у него была клиентская база. И оно у вас будет. Для начала благодарите ее. Когда вы получаете, не будьте потребителями, обязательно скажите ей спасибо за это. Ставьте кофе. Если у вас нет атрибутики, можете просто поставить кофе, благовоние, иногда свечу поставить. Чем больше вы будете уделять внимание ритуальной части, тем сильнее у вас будет срабатывать. Со временем ваша энергетика настолько привыкнет к энергии денег, благополучия. Я не говорю, что вы залетите, не знаю куда, что вы станете там самыми миллиардерами. Наверняка миллиардерами, может, не станете. Может, и станете, кто его знает. У каждого человека есть свои возможности и желания. Но в любом случае вы нужды знать не будете.
Почему я дарю столько ритуалов фортуне? Потому что я уже говорила, энергетика у людей разная. У кого-то срабатывает это лучше, у кого-то то лучше. Иногда кто-то полностью все вместе делает. Все эти ритуалы совмещает и получается еще сильнее. Кому-то по душе этот ритуал, кому-то по душе другой ритуал. В любом случае, чем больше вы будете знать, чем сильнее и выбор будет больше, обращение к ней, тем она с вами сильнее подружится. Берите статуэтку, если есть возможность. Я вам уже говорила, берите самую простую статуэтку, вот именно такую, каноническую, она рабочая. Дорогие, красивые статуи, конечно, они красиво смотрятся, но рабочие вот именно такого типа. Я вас уверяю, что она притянет за собой другие статуи, другие вещички. Одно, другое. Фортуна любит окружать себя красотой. Фортуна любит просторный дом. Со временем, если у вас нет дома, появится дом, где будет отдельный ее алтарь. Пообещайте ей, говорите ей, что если она вам поможет, вы ей сделаете отдельный алтарь, красивое место ей выделите, что будет в вашем доме угол фортуны. Дайте ей слово. Общайтесь с ней как живой, это судьба, это ваша судьба, вы с ней подружитесь. Вместо того, чтобы ныть, плакать и сетовать на судьбу, вы с ней подружитесь, постарайтесь с ней подружиться. Эта сила вытаскивала меня из очень трудной ситуации. Я говорю еще раз, я обращаюсь ко многим богам и каждому из них благодарна. Каждый из них свою функцию выполняет в моей жизни. Я действительно благодарна. Геката меня учила колдовать. Мне приходили во сне такие невероятные вещи. Я их записывала, срабатывали, и вам дарила это. Лесные боги, они очень хорошо помогают для создания новых знакомств в сфере бизнеса, в сфере работы. Если ты хочешь человеку открыть эту работу, помочь ему развиваться, то обращение к этим богам отлично. К кельтским богам и к их рунам очень осторожно, но если прибегнуть, очень помогает. Отлично срабатывает и очень быстро. Гея, сама земля, если сделать с землей, с геей ритуал, очень великолепно сработает. Бафомет, он есть посланник между богами, крылатое создание. К нему обращаться в таких делах отлично сработает. Древнеславянские боги отлично срабатывают для человека, который живет здесь. Все силы, демоны, Ника, Фемида, сама справедливость. Каждый из них выполняет свою функцию. Но фортуна, она отвечает за благополучие, друзья мои. Фортуна отвечает за деньги, которые должны идти по кругу и не заканчиваться. Понимаете? В жизни можно пережить все. Давайте будем честными. Можно пережить и потери, можно пережить и расставание с другом. Можно пережить. Это больно, это тяжело, может какая-то пустота в душе. Но в любом случае лучше переживать и плакать сытым желудком, чем на улице голодная и беспризорная. Вот как раз фортуна отвечает за благополучие человека. Окружает человека нужными вещами, нужными знакомствами, нужными жизненными обстоятельствами, притягивает нужных людей, нужных связей, нужные идеи. Она дает все для того, чтобы ты шла вперед и богатела. Я сейчас вам подарю один ритуал, который, естественно, в вашу копилку, естественно, она срабатывает отлично. Это называется молитва в храме Фортуны или храм Фортуны. Я уже говорила вам, что магия иногда создает образно реальность, а потом эта реальность воплощается в жизнь. Ведьма может мысленно переносить себя в то или иное измерение, в тот или иной дом. Конечно, у простого человека таких способностей нет. Но обращение к силам определенным для того, чтобы тебя как бы мысленно в иной реальности, в созданной реальности, созданной тобой реальности переносили туда-то, и ты возносила хвалу ей, это реально, это возможно, и это сработает. Этот ритуал нужно делать людям,
которые хотят очень быстро взлететь вверх, которые хотят быстро купить машину, квартиру, дом, расширить бизнес. Обращайтесь к ней, делайте это часто. Раз в 3 дня. Ну, можете раз в неделю хотя бы. Можно просто сварить ей кофе. Поставить благовоние. Обязательно золотистую свечу. Если нет золотистой, то красную. Я уже вам дарила не 1 и не 2 ритуала. В любом случае, вот этот ритуал, чем больше рвения в этом ритуале, тем сильнее будет результат. Создайте алтарь. Пусть будет золотистая ткань, поскольку вы говорите о храме Фортуны. А ее храм должен быть из золота. Берите ваши украшения. Насыпьте какой-нибудь сундучок, например. Почему я беру украшения, иногда ложу на алтарь? Потому что они заряжаются. Они же заряжаются точно так же, как заряжаются фрукты, заряжается вино, заряжается гранатовый сок. Это ставится и благословляется. Этот ритуал благословения даже в христианство передалось, и не только. Когда ложат на алтарь, потом забирают домой. Знаете, да? Вот примерно такое же мы делаем. Я ложу на алтарь, они заряжаются вот этой всей атмосферой. Атмосферой усиления энергии денег, энергии богатства и прочее. Я сделала такой алтарь, вы можете другой сделать. Можете взять золотистую ткань. У всех, кто давно следит за моим каналом и делает мои ритуалы, эти атрибуты уже есть. Я как-нибудь сниму и скажу, что вам именно нужно постоянно иметь под рукой. И желательно купить, чтобы у вас дома было. Итак, золотистая ткань. Берите какую-нибудь шкатулку с украшениями. Устройте вот видимость храма. Кофе, благовоние. Сундучок с мелочью. Деньги. Можно деньги наши, можно доллары. Как видите, я всегда использую малые вот эти. Малую купюру. Мелкие. Я иногда говорю людям, разменяйте специально мелкие доллары, пусть они у вас будут на постоянные вот эти ритуалы денег. И постарайтесь их не тратить. Пусть они лежат у вас, хоть отдельно лежат, не имеет значения. Потому что это все ваше. Малая купюра идет в рост. Растет, понимаете? А большой расти некуда. Поэтому с малой купюрой оно лучше получается быстрее. И очень хорошо получается, когда деньги иностранные. Не могу объяснить этот феномен. Может быть, у доллара энергия сильнее. А может просто потому, что как бы привыкает алтарь к этим деньгам. Деньги-то она вам даст, любые, не обязательно, чтобы доллары. Но просто лежат на алтаре доллары и все. Вот вам еще один бесценный ритуал. О духе судьбы, услышьте меня, на крыльях своих перенесите меня в храм Фортуны. Слово мое от сердца идущее, да будет услышано самой судьбой. Позову я в свидетели самых великих сил судьбы. В храме всемогущей Фортуны, на коленях помолюсь ей. Ты, сильная среди сильных, нет равных тебе в делах судьбоносных. Прими мою молитву и поклонение. Вначале хочу прославить тебя, твою мудрость и милосердие. О ты изначальная, любимица богов и людей, твоя милость безгранична, твоя мудрость бездонна, твое сердце доброе. Я благодарю тебя за милость, я благодарю тебя за боль, за все, что даришь мне, любящей рукой своей. Возношу молитву тебе в золотом храме твоем, мудрейшая судьба. Славлю тебя и твою силу, и прошу о новой милости. Не откажи.
Даруй мне взлет, даруй мне имущество. Пусть мой дом будет полная чаша. Мои столы ломаются от явств. Мой кошелек лопается от денег. Мое имя славится делами моими. Моя жизнь станет удачливой, приносящей благо. Пусть сыпется на меня золотой дождь и алмазная слава. Да будет услышана моя молитва в священном храме Твоем истинно. Почитаю еще раз, потому что уставшие глаза, немножко путаюсь. О духи судьбы, услышьте меня на крыльях своих, перенесите меня в храм фортуны. Слово мое от сердца идущее, да будет услышано самой судьбой. Позову я в свидетели самих сил судьбы. В храме всемогущей фортуны, на коленях помолюсь ей. Ты сильная среди сильных, нет равных тебе в делах судьбоносных. Прими мою молитву и поклонение. Вначале хочу прославить Тебя, Твою мудрость и милосердие. О, Ты изначальная любимица богов и людей. Твоя милость безгранична, Твоя мудрость бездонна, Твое сердце доброе. Я благодарю Тебя за милость, я благодарю Тебя за боль, за все, что даришь мне, любящей рукой своей. Возношу молитву Тебе в золотом храме Твоем, мудрейшая судьба. Славлю Тебя и Твою силу, и прошу о новой милости, не откажи. Даруй мне взлет, даруй мне имущество. Пусть мой дом будет полная чаша. Мои столы ломаются от явств. Мой кошелек лопается от денег. Мое имя славится делами моими. Моя жизнь станет удачливой, приносящей благо. Пусть сыпется на меня золотой дождь и алмазная слава. Да будет услышана моя молитва в священном храме Твоем. Истинно. Всегда благодарите судьбу, верьте в нее, и она начнет верить в вас. И это не просто слова. Это проверено годами, это проверено тысячами мнений, тысячами отзывов. И люди, которые стали обращаться к ней, люди, которые стали уделять ей время, место, они поняли, что их судьба начинает меняться. Это та сила, которая подарила мне очень многое в жизни. И друзей, и помощь, и победу, и любимого человека, и очень многое, о чем я не хочу сейчас досконально рассказывать. Но я хочу сказать, что она не обязана вам ничем. Она делает это по своей милости и доброте к вам. Поэтому в обращении с ней будьте добры. Не нужно ее обязывать. Ты должна, мы тебя купили, давай теперь делай, дай нам денег, работай. Если вы так будете относиться к ней, она вам не поможет. Изначально ее благодарите, любите, почитайте. Начните находить к ней пути. Читайте ей, обращайтесь к ней часто и часто. Откиньте вообще всякое подозрение, всякое неверие, всякую панику. И постепенно она привыкнет к вашей энергии, а вы к ее. И после то, что у вас в жизни поменяется, очень сильно вас удивит. Но, по крайней мере, ваши деньги никогда не будут кончаться. Они всегда будут. На любую нужду у вас найдется сумма. Вот это самое главное. Всем удачи и всех благ.